Друзья, всем привет! Вы на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Сегодня на стройке лесной избушки выходной, так как по прогнозу передают всю неделю дожди, кроме сегодняшнего. Ну а съехать на один день, во-первых, мы только вчера вернулись с Юрием, а во-вторых, смысл приехать, немного, пару часов поработать и возвращаться назад, потому как дни уже сейчас очень короткие, световые. Поэтому решил сегодня выбраться на рыбалку. Во-первых, отдохнуть. Потом дома рыбы совсем нет, и мой кот Найк недоумевает, что происходит, где делась рыба. Ну а кроме того, мне удалось починить свою маленькую электропилу. Как я и думал, проблема была в контроллере. Я его заменил, все стало замечательно работать. Вот, и я думаю, что лишними дровишки не будут. Газ газом, но в нынешнее время все может случиться, поэтому запас дров не помешает. Вы, наверное, обратили внимание, что в этот раз я абсолютно не напрягаясь, не налегая на весла, приближаюсь к месту ловли. Да, я достал старенький электромоторчик. Не пользовался им, наверное, лет 7 как минимум. Потому как последний раз, когда его использовал здесь на реке, на этом участке, мне очень не понравилось, потому как здесь сложные участки, тут даже на бензиновом моторе тяжело пройти. Перекаты, мелководья, постоянно надо поднимать мотор, а течение сильное, сносит обратно, разворачивает. В общем, непростые достаточно участки. Вот. И на этом электромоторчике совсем мне не понравилось. Тем более аккумулятор был тоже старенький, обычный, свинцовый, автомобильный. Сейчас аккумулятор поинтереснее. И, в общем, прошел сейчас без проблем этот участок. Кому интересно, сделаю в конце видео обзорчик, тест-драйв небольшой, что и как получилось, как я сегодня отрыбачу. Я еще не знаю, но, в общем-то, догадываюсь, что мне хватит на всю рыбалку электричества. Думаю, что все пройдет неплохо. В общем, кому интересно, смотрите в конце рассказ о моем электрокомплекте. Ну вот мы и домчали до первой точки лова. Испытаю новый воблерок. Вот такая расцветочка, красная голова. Так. Плавающий. Перехлестнулся, наверное, как-то он не хочет играть нормально. Летит так себе. Странно, что вся трава уже легла. Часто бывало, что лед не становился долго. И рыбачил зимой, и трава и то не вся ложилась. А тут первая половина октября, травы нет вообще. Что-то мне не очень нравится этот воблерок. Поставлю что-нибудь, что уже ловило рыбу. Ух ты, кто-то там есть. Пожалуй, я опущу свой якорь. Вот такой вот.
Этот воблерок еще не ловил. Такой он самый дешманский. Поменял крючочки. А нет, даже на этом не поменял. Я их пару штук купил. Эти еще более-менее. Играет неплохо, летит хорошо. По идее, ловить должен. Арбузик. Там кто-то прыгает уже который раз. Попробую лягушку забросить прямо на вот этот зеленый ковер. И так не хочет. В самый коряжник бросил. И там полискалась, была щука. А брать не хочет. Ни одной поклевочки, хотя пару всплесков видел. Буду менять место. Форсаж. Ох, этому лень взлетать. Мочиться.
Я бросал буквально каждый перспективный уголок этого залива. Ни одной поклевочки не увидел. Бросал и новые воблеры, и старые уже проверенные, которые точно ловят. Ничего. Хотя пару выходов щук видел, пару всплесков. Поэтому нельзя сказать, что рыбы здесь нет. Не зашла еще или еще по каким-то причинам. Рыба есть, но не ест. Пришла ко мне в голову мысль, коль уж я на моторе, хоть и на небольшом электрическом, но, по-моему, это самое то будет для троллинга. В общем-то, никогда не ловил я таким способом. Нашел у себя в приманках пару воблерочков, которые будут работать при равномерной проводке. Сейчас прицеплю и попробую немного покататься по акватории. Может быть, таким образом удастся соблазнить зубастую. Так, задний ход. Вот такой воблерок неплохо должен играть на равномерной проводочке. И неплохо заглубляется. Я открыл дужку шпули и отпущу метров на 30 воблер. Вот это авария. Засмотрелся в сторону воблера и заехал прямо в камыши. Ну, вроде все нормально, без повреждений. Да уж. Так, теперь бы не намотать плетенку. Да, троллингист с меня так себе. Так. Дубль 2. Ну все, думаю, достаточно отпустил. Закрываю. И поехали кататься. Наверное, на второй передаче. Около 3 километров в час. Кто занимается троллингом, подсказывайте, что я делаю не так, какие допустил ошибки. И как поймать рыбу на троллинг. В принципе, с таким моторчиком вполне можно пробовать этот вид ловли. А вот и дождик, которого не обещали. Мелкий, надеюсь, не усилится. Около часа прокатался, ни единой поклевочки. Наверное, сегодня не мой день. Пойду нарежу немного дровишек. Видел небольшую щучку только что. Мелькнула. Стоит в камыше возле берега. Так. Так, ну что, пора за дровишками сходить. На всякий случай якорь кину на берег. Да, далеко от лодки отходить не нужно.
Вокруг полно сухих деревьев. Вот это и начну резать. Чего это ты сразу заглохла? Да, неудачный контроллер попался. Уходит в защиту при небольшой нагрузке. Не знаю, попробую. Получится, не получится так нарезать что-нибудь. Да, неудобно пилить. Немного придавишь и уже выключается. Так что вот такая вот лотерея, китайский товар. Здесь уже приличный диаметр. На пиле осталось отверстие от масляной горловины. Я убрал весь механизм смазывания, потому что бачок не очень большой, а расход сумасшедший. И этого бачка хватает буквально на один вот такой вот рез одного бревнышка, и все вытекает, выбегает. А так я масленкой просто на цепь капаю. Намного экономнее в плане масла. Нужно будет заклеить отверстие, чтобы не попадала вовнутрь стружка.
какая-то неправильная загрузка у меня получилась. В прошлый раз я ездил без этой передней сидушки. Как-то было намного удобнее, когда грузил дровишки. Ну и, наверное, еще более удобно будет, если бревна прямо на веревке тянуть за собой несколько штук, а уже на месте порезать. Нос немного загрузил, теперь корма выше стала и винт немного подхватывает воздух. Пришла в голову интересная мысль. Может быть, такая неудачная рыбалка все из-за того, что я использовал электромотор, и от него исходят какие-то электромагнитные импульсы или что-то в этом роде. И рыба разбегается и становится неактивной. Не знаю. Правда, бывали, конечно, такие рыбалки и без электромотора, когда ничего не клевало. Поэтому тут приходится выдумывать причины, почему не клевало. Может быть, просто банально нужно уметь хорошо ловить. Ну вот я уже подхожу к дому, покатался полдня и сформировалось впечатление о моторчике. Ну еще одно, скажем так, спустя 7 лет после того, как я его уже эксплуатировал. В принципе, я подозреваю, что так как в этом году травы намного меньше, чем было в прошлую его эксплуатацию, то впечатление намного лучше. Я без проблем проехал все эти сложные места. Ну, кое-где приходилось идти на веслах, потому что там, ну, откровенно мелко. И мотор попросту сотрет свои пластмассовые, пластиковые лопасти. Вот. Что касается по мотору, он уже старенький. Вот его название, если кому-то интересно. Я замерил скорость по GPS, и получилось на первой около 2 километров, вторая 2,3, третья 3,4, четвертая 4,5 и пятая 5,6 и даже 7 проскакивала. Вот. А вот что касается аккумулятора, здесь он, конечно, меня порадовал. Тогда у меня был аккумулятор, по-моему, как 77 ампер-часов, обычный автомобильный. И, в принципе, он, конечно, достаточно быстро разряжался. Но этот аккумулятор, я не знаю, что происходит. Я выходил на воду утром, было 88%. Вот сейчас показываю, сейчас я иду на второй передачке. Да нет, на первой, ну не важно. Увидели, да, 83%. Если сейчас выключить, то на нем будет 89. Я не знаю, как это работает, но почему-то утром было меньше перед выходом, чем сейчас, спустя полдня катания. В общем-то, полдня я постоянно катался на моторчике, потому что, ну, интересно мне было. Мне абсолютно не сложно и на веслах походить, но ради эксперимента и вообще мне интересно сплав сделать, дальние сплавы я очень люблю. И можно на этой маленькой лодке, можно на большей лодке. Но на большую я думал сделать такой навес, который спрячет от дождя и от солнца. И крышей его будет являться солнечная панель моя большая. И вот от этой 420-ваттной панели, собственно, я и сейчас именно от нее заряжаю эти аккумуляторы. Вот. И во время похода, сплава можно было запросто заряжаться во время движения. И
быть полностью обеспеченным электричеством для гаджетов и также для электромотора. Вот такие вот задумки. Когда-нибудь, надеюсь, я их осуществлю. Ну а так, что сказать, моторчиком доволен, аккумулятором еще больше. Всем мира, добра и здоровья. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.